Ну что, сегодня мы посетим Форт Ангел. Это защитное сооружение трехъярусное, которое было построено еще в 18 веке для защиты города. Стоит на берегу реки Свины. И здесь сейчас сделали музей, кафе есть. Так что давайте пройдем, немножко посмотрим, как раньше защищали этот город. Строили его и французы, и шведы, и прусы. Короче, кто только этот форт не строил, он многоярусный. И почему ангел? Потому что он якобы был в виде цилиндра запланирован. И по одноименному собору ангел в Риме должен был быть похожим. Проходим внутрь. Такая большая насыпь. Сам цилиндрический форт перед вами. Посмотрите, какая дверь стальная. Толщина. Ну что, пойдемте внутрь. Инкою 24 злота стоит билет. Теперь туда или туда? Первый этаж. Все, спасибо. Ну что, я купил билет и попадаю в оружейную комнату. Здесь собраны оружие, доспехи разных времен. Тут и рыцарские шлемы есть. Вот кольчуга якобы от викинга осталась. Такие копья. Ну, интересно посмотреть, конечно, там где-то они нашли, все принесли, собрали. Посмотрите, какой щит красивый. Вот, смотрите, рыцарские перчатки. Ребята, ну они тяжелые. И неудобные, я думаю, потому что здесь, смотрите, как идет сгибание для пальцев. Вот защитные. Тоже так неплохо сделано. Кстати, здесь видно, в этом форте раньше комната была, вот выход, труба, готовили еду. Видите, печка. Так, смотрите, здесь тоже уже более современное оружие. Американская винтовка М16, возможно. Наш ППШ лежит. Граната. Это американская, если не ошибаюсь, автомат. Польские фуражки. Вот Фауст немецкий. Опять же, немецкий автомат времен Второй мировой войны и наши калашниковы. Даже маузер есть, смотрите. Круто. Сейчас я поднимаюсь на первый этаж. Такая винтовая лестница. Сам форт старый. Кстати, вот такие проемы. Вот посмотрите, наверху. Сейчас деревом перекрыто. Это для поднятия пушек наверх. То есть на самый верхний этаж. Вот экспонаты со времен Второй мировой войны. Но это точно вся ржавая такая трубка. То, что осталось от Фауста. Вот видите находки, которые были найдены на территории этого форта. Фляжка,
патроны, штык-ножи. История этого форта интересна, потому что он был основан еще в 18 веке. То есть он видел не одну войну. Здесь защищали и Первая мировая война, Вторая мировая война. Это еще удивительно, как он пережил все эти войны, потому что только в 1945 году американцы бомбили Свиноустье. Вы представляете, при бомбежке погибло 23 тысячи жителей с беженцами. 23 тысячи человек погибли. Американцы разбомбили. Я вот читал историю этого города. И вот как раз вот эти башни, что я вам показывал, на них ставили зенитные комплексы, зенитные установки, да, чтобы сбивать самолеты. И сейчас я вам покажу, как это выглядело. Вот сама река, и вот по левому берегу две башни, и по правому берегу тоже две башни. И они служили как раз для, скажем, отражения атак и наземных целей, и воздушных целей. Но, видно, не смогли справиться, потому что американцы все-таки сумели разбомбить этот город. Так как, не забывайте, что Свинемюнде до 1945 года было немецким городом, то есть в состав Германии входил. И это уже после Второй мировой войны по Варшавскому договору Свиноустье или Свинемюнде отошло Польше. Так что интересная история, и походить, посмотреть все вот эти старые артефакты, это очень интересно. Идем дальше. Как я и ранее говорил, сам форт был основан в 18 веке, но это, опять же, это неточные даты, потому что, возможно, он был и раньше основан, так как мы видим здесь 17-18 век, вот такие пистолеты, мушкеты, как правильно называется, вот. И сами ружья с кремнем еще. Читаем надпись «Воздушная тревога». Воздух. Тут я не могу различить ЭЗА-БГ. Сейчас я поднимаюсь на 3-й уровень. Хотел бы немножко еще рассказать про историю, что со времен СССР здесь находились советские войска, и многие таблички еще есть на русском языке. И, кстати, многие перекрытия дверные газонепроницаемые. Это еще со времен Первой мировой войны, когда применяли химическое оружие. Тоже интересный факт. Перед вами покои офицерские, высшие чины имели вот такие отдельные, где они могли отдохнуть, проводили совещания, пили крепкий алкоголь. Аврора. Я не знаю, откуда они ее выкопали и привезли сюда. Вот немецкая каска времен Второй мировой войны. Вот как раз, смотрите, газовая маска старая, рожок от автомата, цинк. Это уже более современная печатная машинка, телефоны. Здесь идет целый отдел, разные виды связи, катушечные телефоны, которые надо было крутить. Разные приборы измерительные. Этот прибор, я так полагаю, это дозиметр, который, возможно, был в каком году? Так, 1969 год. Это для измерения радиации. Здесь собраны разные старые артефакты, которые были найдены не только рядом с фортом, но и в округе. То есть тут просто вот так. Коллекция одного, второго, третьего, разные измерительные приборы, разные домашние, бытовые приборы. Все здесь вот так. Так что идем дальше.
Поднимаемся на следующий уровень. Это, наверное, последний уровень. Так, и можно попасть на крышу. Выход. Я нахожусь на крыше форта. Форт имеет цилиндрическую форму, можно обойти по кругу. И здесь имеют место быть классические бойницы. Для чего они нужны? Потому что все-таки форт был построен в 18 веке, и пушки, они еще стреляли ядрами. Вот как раз на эти места устанавливали пушки. Ну, это понятно, что бетон уже поставили позже. Но принцип был такой, что стояло орудие, и именно в направлении канала, реки смотрело в ту сторону. Сейчас вам покажу. Место, где располагалась пушка, то есть это начиная с 18 века, здесь ставили орудие, и оно как раз смотрело в сторону реки. И на противоположном берегу находились такие же башни, которые могли производить огонь на поражение с двух сторон. Противнику скрыться было негде. То, что вы видите, это уже было построено позже. Это во время холодной войны. Возможно, какая-то радиолокационная установка, антенна. Радар, может быть, здесь стоял. Сейчас трудно сказать. То, что все разобрано. Вот первое колено осталось, остальное уже сняли. Возможно, внутри сидели также солдаты за мониторами и мониторили пространство воздушное. Наше путешествие не заканчивается, потому что помимо форта есть насыпные укрепления, бункеры. Вот такие бетонные доты были построены еще перед Второй мировой войной, где также такие укрепления служили для защиты города.